Сегодня я покажу, как новая Geo Kasongo Африка запускается для новичков, как собирается сетап, как строится приложение и как идет ведение компании до плюсовых ROI. Все это можно сделать с небольшим бюджетом в районе 500-1000 долларов. Про расходники вы смотрели в предыдущем видео. Здесь будет точное такое последовательное практическое понимание, последовательность действий. Что я хотел бы в начале видео показать, прежде чем мы с Никитой сделаем сам запуск рекламной кампании. Если быть точнее, мы его уже сделали, но сейчас я вам записываю как бы такую превьюшку, старт видео, да, в котором мы пошагово разберем всю структуру. Напомню, в разделе «Люди» вы здесь собираете всех админов, как из предыдущего ролика вы смотрели, да. В разделе «Странички» добавляете все фан-пейджи. Фан-пейджи обязательно, друзья, оформляете. То есть ваша задача оформить фанку максимально педантично. Что имеется в виду? Использовать шапку профиля, загрузить ее контентно, как я разбирал тоже в предыдущем видео, да, догрузить посты, максимально корректно сделать биографию, ну, в общем, чтобы она у вас была не вот такого формата, как большинство из вас проливает, так как с фанки вы будете дособирать кучу органики. Сейчас я вижу, много других уже пабликов копируют нашу информацию, повторяют за нами, но по факту, друзья, здесь вы теряете очень много органических депозитов, плюс не зацикливаете юзеров по своей воронке. Именно на менторстве мы это педантично разбираем. Напомню, друзья, кто хочет к нам на менторство под ключ с вами собрать и освоить гемблу на ФБ, приходите к нам. У нас миллиард уже, мне кажется, практических рабочих кейсов, и мы это показываем и доказываем, как говорится, с вами на практике. Окей. Оформили фанку. Следующим шагом в рекламный аккаунт. Я бы рекомендовал даже под текущее видео. Мы, конечно, с Никитой запуск будем делать на агентских кабинетах, да, высоколимитках, но то Geo Kongo, да, который, собственно, и взято в рамках данного видео будет для небольшого бюджета, для небольшого пролива, для небольшого спенда, вы его можете реализовать из авторегов, потому что там будет запущено у нас две компании, по CBO, по EBO, но это вы дальше увидите, да, с бюджетом на уровне компании будет стоять бюджет, с бюджетами на уровне ацетов будет стоять бюджет, но в тотале не более 50 долларов у вас будет спенда дневного на старте. Лимит у этих авторегов имеет свойство расти. Как они добавляются? Фактически, да, у вас всегда у самой лички есть какой-то РК, да, лички так называемый, он тоже идет 50-долларовый лимит, сейчас у нас подгрузится. Как он, собственно, добавляется? Обязательно добавьте его после в БМ, либо возьмите сразу сетап РК с автиками в БМ. Всю расходку данную фактически вы можете взять в нашем шопе, друзья. Но скоро туда поставим отдельного консультанта, не просто саппорта, да, который сможет вам фактически, да, помогать собрать вообще в целом сетап, да, рекомендовать, что вам нужно под ту или иную систему залива. Взяли сейчас ID-шку, и следующим шагом мы должны добавить ее в БМ. Да? Я сейчас показываю эти действия, которые на предыдущем видео были не продемонстрированы. Сейчас я подгружу всю эту историю. То есть нам нужно добавить по ID-шке рекламного кабинета его в БМ. Да? Сейчас дотянется у нас окошечко. Еще раз давайте. И покажу, да, процесс подвязки. По сути, как подвязать карту. Ну, многие тоже знают, но для новичков данная информация будет полезна. Всегда все делаете через запрос, РКшку подставили и full права. После чего данный РК будет у вас добавлен сюда в БМ. Да? Вот он, собственно, добавился, все корректно, все прекрасно. После добавления не забудьте назначить людей, то есть всех тех админов, которые в разделе «Люди» есть, чтобы они имели доступ к данному рекламному кабинету. Иначе он просто будет недоступен, если вы с резервного соца зайдете, не сможете туда попасть. Окей, всю эту историю сделали. И финальное действие, ваше любимое, да, которое мы не показывали, настройка пикселя. Давайте создадим пикселек, еще раз быстренько пробежимся, там, назовем его еще раз там тест, не знаю, тест 2312. И, собственно, сейчас его быстренько настроим. Переходим в Event Manager, друзья. Все по классике, любимые всем действия, но пошаговость плана я здесь обязан вам показать, чтобы дальше на следующем экране вы увидели весь процесс ведения кампании и до результата. Я вам скажу, что уже вот эту данную вставку я записываю после, да, мы в субботу с Никитой, в пятницу, по-моему, даже запустили кампанию, в субботу-воскресенье не пролились, там получился плюсовой результат, небольшая маржа, но в целом общем, то есть это как раз-таки на максимально дешевую, на маленький бюджет, да, направлен на новичков. Потом такое же видео подобное будет и на Европу. Окей, выбираем API Conversion, MetaPixel рекомендовано. Здесь настройка с API и поехали. Продолжить. Наши два любимых действия: покупка, завершенная регистрация. Ну и далее параметры, да, ID, события. И ниже проставляем абсолютно все параметры. Прокликиваем. Угу. Отлично. И выбираем для покупки аналогичные действия. Все идентично, друзья, эти параметры собираются. Как оно работает, я уж тут не буду сейчас разжевывать. В целом, в общем, уже многократно это объясняли. Двигаемся сейчас, друзья, дальше. Нажимаем продолжить.
После чего несколько раз еще раз продолжить, и нам остается сгенерить маркер доступа, так называемый токен, да, чтобы интегрировать его уже в сервис приложений. Генерим токен, ID-шка есть, сейчас подтянется до токен. Оп. Да, есть токен, друзья, вот у нас ID-шка данного кабинета. Ровно ее же вы можете взять из адресной строки после instruction, да, слэш, вот он, это же ID-шка. Как пиксель расшаривается? Через связанный объект. То есть подключаете объекты и, собственно, допустим, если на данный РК мы хотим пошарить, выбираем его и пиксель расшаривается. Все. Таким образом происходит пошарка. Дальше вам пиксель необходимо интегрировать уже в Adset Pro, да, друзья. То есть переходите в раздел пиксели и тут через плюсик он у вас добавляется. Но это мы сейчас покажем дальше уже с Никитой. В целом, смотрите данное видео внимательно, друзья. Если у вас будут возникать вопросы, пишите обязательно в комментариях. Если вы хотите зайти и всю работу выстроить, как мы сейчас с Никитой дальше покажем, под ключ, абсолютно на различных гео, в дальнейшем трудоустроиться еще к нам в команду, либо пойти какие-то там другие ваши предложения, может быть, офферы есть. Приходите к нам на менторство, ссылка есть в описании, контакты пишите, все расскажу. Все происходит именно на практике, с пошаркой экрана, под запись, и мы максимально все педантично с вами разжевываем. Плюс мы даем возможность попрактиковаться на нашей оборотке, на нашем бюджете. В общем, ждем вас. Welcome, друзья. Мы сегодня дополним данный ролик тем, что зальем, да, Демократическую Республику Конго. Как раз таки залив будет, опять же, нацелен на новичков. Покажем вам дешевые гео. Почему, в принципе, дешевые? Ну, наверное, это больше, наверное, проблема многих восприятий. На нем делаются крутейшие рая. Сегодня мы одного клиента тоже с менторства сейчас с Никитой в закулисье обсуждали. Пришел чел на грани увольнения команды, работает на внутреннем баинге одного продукта. И сейчас он уже становится хедом. То есть тогда его тимлидом сделали, сейчас уже он становится хед. Я сегодня прям был приятно удивлен. Льет, друзья, с раями 400, чтобы вы понимали, Африку. Это прям реально космос. Причем самое что важно, я в моменте задал сразу основной вопрос. Я говорю, как по качеству? Потому что все-таки он в внутреннем баинге работает. И он скинул мне статку там. И суть такая, что как бы в действительности продукт окупается. Причем это краши, друзья. И очень многие по-прежнему, вот это я постоянно буду теперь говорить на всех подкастах, про краши думают, что это только херовое качество, но если вы показываете смысл даже с Gates of Olympus креативом «внеси $10, забери миллион», да, естественно, будет дерьмовое качество. Если вы показываете геймплей и эмоции, будет все прекрасно. Недавно мы тут готовили Канаду, я там тоже с одними ребятами нетворкал, да, вот они айсфишинг на Канаду льют по спендовой сделке, а спендовая сделка, вы понимаете, там высокий KPI, и, короче, у них весьма хорошая окупаемость. Я говорю, за счет чего? Ровно тот же самый ответ. Он говорит, Андрей, просто нужно показывать эмоции, заносы, но не показывать никакой минимальный депозит. Все. И тогда будет прекрасно. Когда вы показываете какой-то миндеп, показываете какую-то халяву, естественно, такой аудитория у вас будет таргетироваться. Потому что, да, первые касания, может быть, будут хаотичные, будут игроки какие-то хайроллеры, будут игроки халявщики, но по итогу смысловая нагрузка креатива у вас на халявную аудиторию. Исходя из этого, естественно, халявщики будут заходить. И в дальнейшем адсет так оптимизируется. Ну и пиксель, если он у вас свежий, да даже если не свежий, да, он будет забиваться подобной аудиторией с подобными параметрами информации о клиенте и собирать, находить, точнее, пересечения и такую аудиторию аккумулировать. В общем, это является ошибкой. В целом, в общем, даже, да, Никит, мы льем Конго как во внутреннем баинге, так и в партнерке у нас проливает тоже крошами отчасти, да, Африку все льют, но по данному продукту у нас вообще полный анкап, и по качеству все тоже рекламодателя устраивает. Касаемо в целом арбитража, многие думают, что здесь очень львиная доля такого везения, повезло, не повезло. По факту не так. Если вы смотрите на свои проливы, и вам кажется, что это просто не везение какое-то, не знаю, не зацепилось, просто так, то вы неправильно анализируете свои проливы. То важно запомнить навсегда. У всего есть причина, у всего есть последствия. И если вы получили те, или там, получаете сейчас те или иные результаты, 100% вы что-то сделали тогда для этих результатов. Результаты негативные, соответственно, что-то сделали не так. И если вы продолжите делать все то же самое, один в один, ссылаясь только исключительно на сам Facebook, плохие новости. Результаты ваши негативные будут повторяться. Да. Да, здесь это совокупность факторов, большая совокупность факторов, на которые вы можете, как байер, в первую очередь влиять на каждый из этих переменных, на каждую из этих переменных. Совершенно Да, и даже там тот же самый момент с аудиторией, да, потому что говорят, там, повезет, не повезет, хорошая, нехорошая аудитория, зацепится, не зацепится, вы даже на это можете тоже самостоятельно влиять, да, набором определенных действий, скажем так. Касаемо креативов, ты очень тут хорошо подметил,
Насчет Chicken Road, многие не любят краши. Арбитраж это что? Если прям сильно угрубить, ну это просто реклама, да? Мы Да, пытаемся пропиарить какой-то продукт, зарекламировать его, ну, продать его, другими словами. И здесь очень важную роль играют как раз-таки креативы. И ты тоже отчасти вот поднял эту тему, что очень важно, какой вообще у вас посыл в креативе. Все знают вот эту историю, да, там, как продать ручку, вызови потребность, ну, все это видели, да, там, предложи вот решение этой потребности, этой проблемы. Вы с креативами можете делать то же самое. То же самое. Показывать боль, да, показывать какой-то триггер и да. предлагать решение. И вот за счет такого подхода к креативам, где у вас, ну, там, во-первых, не важно вообще, какой будет слот. Это будет краш, слот, чикен, потому что у вас в данном случае будет сама игра выступать как инструмент решения Совершенно верно. какой-то проблемы. Слушай, да, вот пример, когда рекламодатель спрашивает, что вы отливаете? Мы такие, да, там, чикен. Рекламодатель такой в шоке просто находится. У меня вебы, да, байеры, которым капы тоже выдаем, с лотами такое качество не дают. Да, Да. приходится там где-то ставку урезать. Причем, кстати, что интересно, на всякий случай это тоже проговорить. У нас большая часть креативов, большая часть, больше половины точно, создаются полностью через нейронки, что очень сильно ускоряет этот процесс, упрощает его даже просто для байеров. Не нужно быть там каким-то гением дизайна. И нормально так режет косты. Что сделаем? Давайте с вами сейчас просто пример какой-то статики Алгоритм, такой сгенерируем. некий алгоритм, еще раз, да, пошаговости, как это все реализовывать. Потому что отчасти, да, многие, ну, не понимают, как делать, и, видимо, им не удается, и либо пропускают ролик, не смотрят. А вот здесь как раз будет такая польза, да, какие креативы и как они отрабатывают. Если у нас нет понимания по тому, в какой гео мы зашли, какие могут быть там триггеры, боли, за что мы можем цепляться в наших креативах, на что ссылаться, чтобы зацепить внимание, то первым делом мы собираем просто общую информацию, да, ну такой портрет целевой аудитории, назовем его так. Сколько зарабатывает в среднем, да, на что берет кредиты, что мечтает купить, что ценит, быть может, какие есть народные движения, да, в рамках конкретного гео. Нам АИшка все расписывает, мы это все аккумулируем. Даже можем саму АИшку попросить нам придумать, там, допустим, 20-30 идей, да, там, триггеров, которые можно заложить в основу статического креатива, да, решить который, либо достичь который поможет там конкретный слот. Опять-таки, неважно какой. Она все сама расписывает. Ну да. Сейчас у нас два варианта. Более упрощенный, но тоже очень полезный. Это мы с вами сразу просто напишем корректный промпт. Да, у нас в голове, например, есть идея креатива. Максимально подробно распишем. Промпт сгенерируем. Достаточно симпатичную статику, которая отрабатывает, что интересно, даже сейчас на ряде гео. Что запросим? Сгенерируй, давай даже так, собери портрет СА. Гео, например, там та же самая Турция. Сколько зарабатывает. Здесь пометим, кто играет в гимблу, так назовут. Сколько зарабатывает в месяц, на что берет кредиты, что ценит, чем дорожит. Все то же самое, ну ладно. Чем дышит, чем живет, ну. Народные движения, что тут сюда еще можно? Хобби, увлечения. Отправляем. Вот такую базовую, просто стартовую информацию уже у нас есть. И даже читая это, так, то, что они берут там ежедневно, так, ценят примеры выигрыша, высокий рой, понятно, любовь к спорту. Отталкиваясь от этой информации, Секундочку, да. И то, что сейчас начался священный месяц и пост Рамадана, можно тоже дополнить. Кстати, сделаем прям своевременно, особо болящая такая история у многих. И, ребят, на самом деле сейчас можно туз очень по жирным условиям, ставкам по конверту проливать. Главное, мы там очень круто в Дубае с партнерами пообщались, хорошие условия еще жирнее получили. Поэтому, на самом деле, как и в том году, кто посмотрит ролики вот ровно прям годичной давности, да, в Рамадан мы сделали самый жирный результат. Поэтому я бы рекомендовал точно здесь заходить. Отталкиваясь от этой информации, да, распиши в скобках, учитывая праздник Рамадан в рамках гео, придумай, распиши 30 триггеров, которые можно использовать, да, в основе статики для рекламы игрового слота Chicken Road. Да, да. Это мы сейчас с вами просто на скорую руку накидываем, просто показываем порядок действий, алгоритм действий. Без прямых отсылок к религии. Здесь тоже, вот смотрите, иногда могут у вас аишки что-то там нежиться, да, не давать корректные ответы, чем это можно решить. Либо дописывать, да, что там исследование научное специально, либо прыгать, например, в другие аишки. Да, Джемини, допустим, он вообще не боится, не стесняется и на все почти там выкидывает ответы. Окей.
Так, 30 триггеров для статики. Финансовая мотивация, один удачный переход и баланс расчет, минимальный депозит, курица. Что мы здесь видим? Он здесь в целом заложил идею, да, креатива самому. Курица знает дорогу, не дай курице сгореть. Окей, давайте какой-нибудь из этих выберем. Допустим, быстрый депозит, быстрый кэш-аут. Угу. Или игра с телефона, да, быстро, удобно. Ну, допустим, нам понравилась просто эта идея. Угу. А распиши-ка нам, распиши сколько? Давай, 20 идей, как можно визуализировать эту статику. Угу. Можем, если мы не доверяем АИшке, это тоже нормально. Мы здесь можем какие-то элементы обязательные добавить. Ну, допустим, там, укажи приветственный бонус, да, например, там, плюс 100% к первому депозиту. Бонусы указываете реальные. Угу. Это мы сейчас просто так на обум кидаем. Допустим, популярные банки, да, Угу. в рамках платежной системы, в рамках гео. Что еще укажем? Ну, давай, логотип, лого игры, да, статика должна мотивировать пользователя перейти по Крео и начать играть, да, и там внести первый депозит. Окей. По сути, мы здесь сами ничего не придумываем, мы просто отталкиваемся от ответов АИшки, да, и дальше просим ее дальше разгонять эту всю историю. Крупный смартфон в руке на экране, момент прыжка курицы, растущий множитель, да, не дай сгореть, визуализация курицы на горящей дороге, рядом палец, нажимает кнопку на телефоне, акцент динамика, огонь, множитель растет, подпись, одно касание, и ты в игре. По сути, как будто вы сидите в офисе с каким-то человеком, образом там на планерке, вместе все это обсуждаете и разгоняете идею, да, различными там визуалами, идеями и триггерами. Да, кстати, я обратил внимание, вот 7-й пункт, да, подарок новичку, визуал золотая коробка с надписью, там такой-то бонус внутри интерфейс игры. Интересный момент, что подобного формата креативы, да, по идее, сколько, наверное, год назад очень круто разрывали Турцию. Не знаю, помнишь, не помнишь ты? Да, вот эта синяя коробочка. Да. Очень круто отрабатывали. Вот АИшка это все расписывает. Давайте попросим, да, распиши подробный промпт. У нас клиент в том году, ровно тоже, наверное, год назад сделал подобную статику через АИшку, тоже с нашего менторства клиент. И у него игрок депнул 40 тысяч евро на Турцию, друзья. Мы прямо это вам покажем, там прямо даже вырезка будет с, статки рекла. Возвращаясь к креативам, ничего мы здесь с вами не делали гениального, какого-то сложного. Мы просто выбираем, что нам нравится. Да? Немножко расширяем кругозор касаемо нашей целевой аудитории, чуть больше собираем информации. Вот нам сразу уже все, сгенерировался промпт. Можем попросить его прямо здесь, например, да, сгенерировать эту статику. Ну, давайте так напишем. Сгенерируй статику по промпту. Да, вот это он у нас сгенерировал. Некоторые моменты он не учел. Ее тоже можно, да, доработать. Куда-то впихнуть, например, дополнительно лого игры, да, банкинги, например, да, платежные системы. Больше каких-то эффектов добавить. Потом еще да, можно текстовый триггер усилить. И все. Да, этот креатив можно брать в пролив. Ну, по крайней мере, я бы его в пролив в тесты взял, уже доработанный. Покажи, подпали, что ребята у нас генерируют. Все-таки, чтобы было понятно, да, что ребята генерируют, что делают наши клиенты, друзья, после менторства, на самом деле. Retire, frère. Regarde combien il y a là. Attends, encore un seulement. Non, retire maintenant. Chaque matin, c'est la même chose. On se lève tôt, on marche dans la poussière. On travaille dur. On porte, on transpire. Et à la fin de la journée, il reste presque rien. Moi aussi, je pensais que c'était comme ça pour toujours. En rentrant, j'ai juste cliqué sur le lien. Je me suis inscrit vite fait. J'ai lancé Chicken Road 2. J'ai commencé tranquille avec 1000 francs seulement. Un pas, j'attends. 2, j'attends encore. Bon, je retire direct. Simple, tranquille. Va voir le lien. Tu vas comprendre. Это все было сделано АИшкой. По факту, как бы максимально криво рабочие, да и даже хрен с тем, что они рабочие. Вы сами видите визуально, качественно они или нет. Пока мы не берем, там, мало ли они не зайдут в Facebook, не зайдут в аудиторию, но по факту с этим можно масштабироваться и работать. То есть вот научиться генерировать криво нужно. Более того, у нас там есть сейчас байинговые команды, там новые юниты, которые выстраиваются. И вот ребята в большинстве своем криво генерят после, опять же, наших рекомендаций самостоятельно и льют с хорошими плюсовыми роями. Вернемся теперь к Конго. Мы будем запускать на CZ Pro. Сервис данный в себе вмещает и ленды,
вмещает в себе и ПВАшки, вмещает в себе и трекер. У ребят быстро идут доработки по нашим рекомендациям. Идет прекраснейший конверт. Короче, ссылочки все в описании. Промокод LeadGenerals даст вам какие-то там бонусы, плюшки. В общем, пробуйте, регуйтесь, тестируйте и смотрите. Мы как раз на нем и запустим. Для Никиты, кстати, тоже будет такой некий мануал. Да? Никита больше пока еще был сторонник. И его там все ребята как раз лить на стороннем трекере, да, там, Кейтара. Но мы сейчас максимально переходим все на AZ Pro. Заходи. Первым делом, давайте еще раз для всех, мы прям вдолбим мануал, чтобы вы понимали, как работать. Первым делом, как и в любой партнерке, вам необходимо завести партнерскую сеть. CPA Networks раздел, переходим. Тут у нас, собственно, CPA-сеть плюсик, зелененькая кнопочка справа. И из шаблона есть, в принципе, наша партнерская сеть Lead Generals. Если вдруг ее нету, друзья, вы можете завести свои какие-то оффера через Кейтара трекер. Там есть также шаблоны Кейтара. Если вдруг, пока еще ребята не заводят другие партнерские сети, потихонечку разгоняются, лайфхак вам на будущее. Что вы можете сделать? Вот этот шаблон URL оффера, те же самые в Кейтара шаблон параметров оффера, вы можете взять из шаблона любой партнерки, любого рекла и сюда подставить. И нажать сохранить. Все, у вас идентично, все создастся. То есть ничего тут дополнительного от вас не требуется. Если вдруг есть какие-то трудности, можете, контакты есть в описании под видео, написать мне, нам в поддержку AZ Pro, да, и, собственно, вам все без проблем подскажут. Все, у нас Lead Generals активирован, потому что мы, в принципе, наши оффера, да, и льем, поэтому мы не будем ничего дополнительно заводить. Нажимаем на крестик. Следующим шагом, логично, заводим оффера, что нам сейчас с тобой нужно будет сделать. Нажимаем оффера, плюсик оффер и, собственно, название оффера. Просто название казика сначала указываем с тобой. Да. Дальше, CPA-ка, выбираем сетку ниже. Да. И страну ниже поставить еще нужно. Здесь CDK или CJ, я все путаю их каждый раз. Напиши Конго просто, он подсветит, мне кажется, да, мне кажется, скорее всего. Во, да. И сохранить. Все кайфово. Макросы Например, можно... да, здесь два Конго. Да. Главное не путать, многие ошибаются каждый раз, в том числе там у меня Артем Кравченко, наш любимый, всем тоже подколол в своем канале, то, что я, не помню, какой-то гео под Африку подписал, в моменте заговорился. Ну, ничего страшного бывает, друзья. Вам бы наш график, вы бы поняли, что заговориться можно всегда. Нажимаем «Сохранить». Прекрасно. Следующий шаг — это у нас с тобой направление. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно с тобой тоферок выбрать. Прямо на него нажми, Косонго. Да, прямо на него выбери просто. Да. И вот в правом верхнем углу зеленая кнопка направления. То есть, мы здесь зашиваем уже реф-ссылку на сам оффер. То есть, подписываем, ну, типа, можно Косонго, опять же, там, типа, рек-пейдж, либо, там, не знаю, chicken road landing page. В зависимости от того, на какой лендос вы ведете. Да. Прекрасно. И ниже вставляем перед параметром URL. То есть вставляем линку и через амперсанд автклик ID также дополняем. То есть тот параметр, который принудительно передается от нашей партнерки. То есть сейчас тебе реф-ссылку нужно скопировать, которую ты в ТГ мне скидывал на сам оффер. Давай ее подставим. Делаем. Да, и амперсанд. То есть с амперсандом, друзья, все соединяются параметры между собой. Да, передается автклик ID, уникальное значение клика. И нажимаем сохранить. Все прекрасно. Супер. Таким образом у нас заведен оффер. Следующим шагом нам необходимо добавить пиксель. Пиксель есть какой? Или мы можем какой-то, наверное, взять потом. Если его нет, мы чуть позже его добавим. Есть. Прекрасно. Переходим в раздел пиксели. Все по классике. Плюсик пиксель по дефолту. Название пикселя указываем техническое. Да. Ну там подпишите типа Никита как-нибудь, чтобы он был понятен потом. Да, владелец выберем мой тогда аккаунт, раз мы с него залогинились. Ниже, не самый последний, да. ID пикселя. Ну, ID-шку саму пикселя подставляем, да. И ниже, соответственно, делаем. Логично токен. Пока Никита делает, скажу следующее, да, ребят. Если вы работаете с другими вертикалями, естественно, у вас будут события кардинально другие. Исходя из этого, без проблем можете проставить те события, которые у вас в воронке используются. То есть здесь нет никакого шаблона, чтобы у вас было понимание. Мы каждый раз учим не только геймплей. У нас есть клиенты, которые спорткары в Америке продают. У нас есть клиенты, которые микрофинансы в Колумбии на свою организацию льют. Все, пиксель добавлен. Победа. Идеально. Следующим шагом нам необходимо с тобой зарегать домен. Давай домен регаем. Это сверху, да, 4-я вкладочка домены. Логично добавить домен.
Купить готовый, мы не будем какие там кастомные регать, ну и любой там он из списка, который тебе глаз лежит, выбери. Он лол, выбери последний, вообще сексуальный домен. Да, и купить. Прикольная доменная зона, кстати. Супер, домен есть. Теперь идем в раздел ПВА и создаем там ПВАшку. Только на что мы обратим с тобой внимание. Вы здесь можете, видите, сверху в левом верхнем углу добавить еще и лендос тематичный, как на том же самом линке групп, с подобной механикой слота и различные флоу выстраивать. Но мы с Никитой по дефолту, да, кстати, Никита, это как бы по дефолту я говорю, как ты хотел запуститься. Чисто креатив, ПВАшка, либо еще с пролендом, возможно. Может быть, я не знаю просто. Это как бы мы реально, друзья, мы не Самый готовимся. корректный способ, и тоже это тоже полезная инфа. Я сегодня прям Ничего страшного, ничего щедрый. страшного. Многие все равно ленятся, потом не используют все это дело. Смотрите, у вас здесь вся сложность, вся, я не знаю, вся изюминка в том, что у вас результативность может сильно отличаться даже просто от дизайна в ПВАшке. Да, вы можете два разных дизайна. Ну, к дизайну давайте отнесем. Оформление, это там вот это, да, картиночки, вот эти шапочки. Описание и комментарий, да, самые основные вот эти 3 параметра. У вас в зависимости от дизайна ПВА результативность может отличаться, но максимально, которую я видел, вот несколько дизайнов стоят в сплите, в 6 раз. Да, если не совсем понятно, про что мы, то результативность в депозит. Это важно. Не просто в установку. Ваш дизайн ПВА, ваша воронка, она влияет не только на установку, она влияет еще, да, на регистрацию, она влияет на депозит. Каким образом? Да, это очень просто. Воронка может ваша, да, ваша ПВАшка может либо вовлекать сильнее, либо ничего не делать, либо, наоборот, отторгать. И понятно, что если ПВАшка вовлекает сильнее за счет каких-то параметров, за счет каких-то там паттернов, деталей, конверт будет улучшаться. Так вот, там, банальный пример, который я видел, ну, это самая сильная разница. Я наблюдал, там, условно, одна ПВАшка, дизайн, да, ПВАшки важно, на определенном объеме дала 100 депозитов, утрированно. Другая ПВАшка, которая стоит в сплите, те же самые Крео, Каба, все то же самое. Да, просто между ними распределяется трафик. На ней там 600 депозитов. Да, согласен. Здесь я еще дополню, Никита, то, что CR Unique Install у таких прилог должен быть 25+%. Если он ниже, можете сразу даже не лить, стопать. Воронка математики ваша не будет биться относительно KPI, CPA ставки. Исходя из этого, я бы рекомендовал точно сплит-тестировать дизайны плюс контент. Контент также влияет, собственно, на конвертную составляющую, ну и в целом банальный базовую метрику, да, Unique Install в отношении ПВА-приложений. Да, понятно, это отработка манифеста самой технически того или иного конструктора, но в то же время здесь стоит всегда все это дело сплит-тестировать. Поехали. Да, да. В нашем случае можно на самом деле просто собрать ПВАшку, да. Давай, мы потом ее скорректируем, не будем. Я понимаю, что Никита говорит, потому что мы не будем подпаливать сейчас рабочий дизайн. Давай сделаем просто плюсик ПВА, создадим такой некий мануал, потом его отредактируем. Да, поехали. Указываем здесь название ПВАшки. Да, проливать мы будем, кстати, воронку Чикина, да? Ту самую, которая, как многие кричат, дает плохое качество. Плохое качество, да. Язык выбираем под гео. Здесь крестик можешь убрать у английского, чтобы его снести. А вот сверху крестик, выше, да. Оп. И нужный нам язык. Французский, да? French. Да. Есть. Категория гемблинг оставляете логично. И ниже есть 3 вариации подгрузки дизайна. Либо это парсинг ассетов, то есть вы можете взять любое оформление с Play Market, либо Apple Store сюда подгрузить, линку прям вставить, да, и оно подтянется вплоть с контентом и так далее, и так далее. Ну, давай прям на примере быстренько какую-нибудь там новую вкладочку откроем, если это можно сделать. Да, playgoogle.com. Да. Да. А даже давай хитрее сделаем, да, прям найдем. Chicken Row, нет, это не то, что хитрее, это так мы делаем, нет, это именно в эту сторону направлено все. То есть Chicken Row 2, только напиши, секундочку, это маленько не то. Вот Chicken Row 2 напиши, и будет прям именно гимбловая какая-нибудь прилка. Скорее всего, оно типа 3 вот пойдет, Real Money Win подходит. Копируем, да, переходи в нее, копируем URL адрес и возвращаемся обратно. Да, вставляем сюда ссылку, отправить, и обращу внимание, сейчас нам подтянется Save, нажми Save. Нам прямо описание все туда перекидывается. Он нам прям подтянет полностью все оформление дизайна. И, короче, все полностью оттуда, что там было, он скопировал. Но, причем мы это можем также с тобой отредактировать. То есть можем только графику с тобой, допустим, оставить, контент, визуал, остальное все подредактировать. Но здесь мы оставляем все по дефолту. Мы же с тобой будем логично подгружать какой-то свой дизайн. Нажимаем создать новую ПВА, последний пункт.
Далее, по настройкам функций. Preloader сейчас не юзается, анимация загрузки, она активна. То, что там Play Google такая надпись показывает. Короче, вот здесь самые такие дефолтные настройки, и они оставляются по дефолту. Я бы не рекомендовал пока никому тестировать, что-либо пробовать, пока вы не выстроили правильный конверт. То есть мы здесь с ребятами, с разработчиками максимально доработали так, чтобы конфиг был самый актуальный. Цветовая схема лендинга тоже стандартная, тема ленда тоже стандартная, и iOS настройка. Наша вот единственный параметр и рекомендация, то, что мы разработчикам до сих пор координируем, показывать Apple Store Design. Последний пункт поменяем. Не сразу на оффер кидать по умолчанию, а отправлять, да, совершенно верно, чтобы юзеры с iPhone доходили на Apple Store Design, и они также могли иконку поставить и подписаться на пуши. Теперь в самый верх, Никита, идем. Чуть выше. Да, здесь можно посмотреть различные превьюхи. Переходим во второй параметр приложения. Тут у нас подгружается визуальная составляющая и контент. Но если какие-нибудь есть иконки под рукой PVH, ты, может, что-нибудь подгрузишь, без разницы какие, давай что-нибудь поставим, как некий шаблон, потом подредактируем, ты перекопируешь уже из действующей. Можешь здесь что-то выбрать, кстати, наш. А давай здесь, да, выберем. Так, стоп, подожди. Мы сейчас оставим с тобой пресет тогда тот, который ты подтянул, а ты потом подгрузишь. Просто, ребят, рекомендация все-таки грузить вам все-таки свои индивидуальные дизайны. То здесь по факту, вот давай, сейв, сохрани и в следующий раздел перейди. А он не даст, наверное, а даст. То есть вы здесь все должны под себя подгрузить. Свою иконку реального приложения, все оформления и контент. И мы сколько уже делали роликов, да, на том же самом ПВА-группе показывали то, что нужно акцентировать внимание на описании мобильном приложении, на контенте, в том числе различные там галочки, верификации, оставлять и убирать. Все это очень важно. Нейминг приложения, нейминг автора не должен быть брендирован под продукт ни в коем случае, иначе вы выстраиваете, естественно, зависимость по пролитию от эфиров. Ну, в общем, эти все нюансы были ранее. Для новичков, еще раз рекомендуем, вы через АИшку можете сгенерировать все полное, корректное, правильное описание. И идем в следующий раздел комментарии. Комментарии, здесь, соответственно, создать сет нажимаем. И здесь две вариации. Выбираем страну, во-первых. Угу. Язык, да, продолжить. И дальше мы с тобой можем либо сгенерить комменты, причем комменты сгенерятся реально адекватные, в отличие от другой истории, либо добавлять ручками. Мы же, опять же, рекомендуем и топим за то, чтобы вы ручками генерили хорошие рабочие комментарии, перечитывали их, использовали и так далее. Ну, мы давай с тобой сгенерим, потом удалим. Да, ну, 5 комментариев, давай 10 комментариев, давай 10 оставим. 10 сгенерировать. Плюс к каждому из комментариев вы можете здесь сразу сгенерировать ответ от автора. Причем они будут максимально логичны, на самом деле, если вы переведете. Мы 1000 раз уже перепроверяли. Но, еще раз повторюсь, ребят, уделяйте и описанию, и контенту, и комментариям в том числе особое внимание. Вы сможете аватарки подгрузить и все остальное и так далее. Мы на менторстве максимально это разжевываем. Здесь уже 1000 раз в других роликах показывали, но банально сейчас показываю вам функционал для новичков. Как базово, тестово запуститься. Мы бы рекомендовали это правильно максимально делать. Ну и давай, собственно, сохраним данное приложение. Все, нет, оно сохранено, все корректно. Давай в ленды зайдем на секунду, просто покажем. В лендах тут, собственно, можешь создавать различные лендинги, да, под различные воронки, под слоты, под краши, не важно. Ну, выбери какой-нибудь чекидроу, отредактировать, допустим. Выдели галочку просто его. Да, и edit text. Собственно, нет, он так там теги дает редактировать. Стоп, вот 3 точки, извиняюсь, это я уже тоже в интерфейсе туплю. Да, редактировать. И тут мы, собственно, можем и геймплей выбирать под различные слоты, под краши, иконочки ставить ПВАшные, которые будут делать. Ну, короче, полный функционал, по сути, линки групп с той же самой доработкой. Справа ты можешь проклацать демо-игру, то есть у тебя будет там нажиматься все. Плюс вы можете подгрузить даже какой-то сверстанный лендинг при загрузке. Ну, короче, максимально развернутый, гибкий функционал. Я бы рекомендовал, друзья, такими лендами пользоваться. В общем, на самом деле, вам вот в отличие от IO трекеры, которые там все пиарят, максимально сложные. Мы знаем уже кейсы команд, которые переходили и в моменте обратно откатились на Китара. Вот сейчас мы рекомендуем затестить от Set Pro, друзья. По нашему промокоду Lead Generals вы получите просто какие-то там халявные инсталлы, какой-то там баланс, демо-доступ. Короче, потестируйте, просто сами убедитесь. Окей, у нас с тобой по сути все готово. Мы теперь переходим в раздел трекер, самый первый, да, и создаем в раздел компании теперь только к саму компашку. Да, и создать компанию. Да, название компании техническое указываем. То есть у нас там Конго, Никита, YouTube, можно что-нибудь такое написать, не знаю.
Выбираем владельца, опять же, наш аккаунт, через который ты зашел. Домен, который мы с тобой там .lol, да, регнули, он и есть. Источник Facebook, здесь важно понимать, потому что мы просто льем на ФБ, все постбеки передаются туда. Группа пушей поставим пока системные. Причем сразу скажу, ребята, маркетологи из белой вертикали выходцы, они очень крутые пуши делают. Тарификацию вставляем CPC, ничего не трогаем. И тип возврата трафика, по сути, это клакинг, да, мы с тобой поставим выше, где 404 было. Поставим с тобой, нажимай. Угу. Системный шаблон и гемблинг там должен быть шаблон, да, то есть это по сути гембл, да, это аишная та же самая генерация white page, которая, собственно, дает вам первичную выборку аудитории, выданную по интересам. Вот все, больше пока на текущий день трогать ничего не нужно. Какие-то будут апдейты по сервису, мы обязательно напишем в нашем телеграм-канале, ссылка есть в описании, да, на YouTube роликах выйдет какая-то информация, но пока вот сейчас ничего не требуется. Теперь в правом верхнем углу добавить сет, зеленая кнопка. Отлично. Сет называем там, не знаю, под поток 1, как угодно. Пускай сет 1 будет, так оставь, не суть. И выбираем справа наш пикселек. Пиксель нам в ссылке не нужно будет с тобой использовать. Самое что важное. То есть это как раз таки вас спасет от того, что вас по спаю, по UTM-меткам серчить не будут. Тоже такая определенная полезная фишечка. И ниже синяя кнопка «Добавить ротацию». Тут нам с тобой необходимо выбрать наш с тобой офферрок. Да. Это он и есть. Добавить. И можно выставлять различные флоу. Лендос ПВА, ПВА лендос, просто ПВА. Мы в данном случае делаем просто ПВА. И ниже, вот здесь Select ПВА, выбираем нашу с тобой ПВАшку. Отлично. Если хотим засплитить с тобой различные флоу, если хотим с тобой засплитить различные оффера, можно тут как и новые потоки добавлять, так и просто ротации различного формата в рамках потоков, плюс фильтры различные. Ну, короче, максимально гибкая система, друзья. Вы можете играться просто как ваша фантазия, скажем, креативная позволяет. В рамках нашего пролива у нас все максимально дефолтно и, в принципе, связка рабочая, нам ничего больше не потребуется. Ну, кроме того, что Никита потом после видео подредактирует, да, в описании приложения и сами комментарии. Собственно, все. Нажимаем «Сохранить» в правом верхнем углу. И в левой нижней части, Никита, трекинговая ссылка. У нас есть трекинговая ссылка, по которой как раз таки мы и будем делать запуск. Для тех, кто привыкли, как и мы, UTM-параметры ставить в отдельный параметр в самом низу. Мы в URL сайта ставим все то до ADS включительно. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это будем вставлять в URL сайт сейчас. То, что будет ниже, без знака вопроса, знаком вопроса разницы нет, мы будем вставлять в параметры URL. На самом деле, Никит, мы с тобой этот хвостик можем заменить на наши привычные сабы, как мы привыкли делать. SAP 2 никнейм байера, SAP 3 техническое название креатива, SAP 4 ID рекламного кабинета, SAP 5, SAP 6, SAP 7 это макросы, нейминг компаний, нейминг ассетов, нейминг объявлений. И там таймзону QRK трекнуть, да, то есть все остальное можем по дефолту. Это просто некий шаблон, который трекер нам предоставляет. Естественно, как вы понимаете, все параметры пластичные. Все, у нас компания готова, мы можем с тобой запускать. Переходим к самому запуску. Да. Нажимаем «Создать», да, цель компании, выбираем «Продажи». Угу. Указываем название компании. Сегодня какое число? 20-е. Да, уже 20-е. 11-й, да. Угу. 11-й. Бюджет компании. Да, мы запустим несколько компаний, не одну. Какая будет методология запуска? Вот посоветуй. Ребята, нас сейчас смотрят максимально новички, ролик больше направлен на новичков. Но, друзья, вот кто вот смотрел на самом деле из профиков, если он досмотрел, опять же, если он там не проскипал, не перелистал, здесь на самом деле очень сильно влияет на конверт как раз-таки ваша педантичность к методологии запуска, к разносторонности тестов, то, что Никита говорил, к разносторонности разных креативов. Это на самом деле очень сильно роляет. Сейчас скажу, сколько у нас креативов отобрано. Да, у нас отобрано 8, насколько я помню, креативов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 даже. Да? Мы запустим как минимум на одном кабинете 2, 3, 5. Да, на другом кабинете запустим 2, 3, 5. Две компании, внутри каждой компании по 3 ацета, внутри каждого ацета 5 объявлений. На что делать здесь акцент, на что обращать внимание? Перебирайте, тестируйте различные способы запуска. Это важно. Одного супер универсального способа, другими словами, кнопки бабло, вот этой горящей, делай вот только так, шаг за шагом, и все получится, нету. Здесь намного важнее именно понимание всей этой структуры. Да, что на что влияет, что от чего зависит. Именно это понимание прям очень ценно. Потому что с этим пониманием вы сможете зайти, ну, во-первых, на любой гео,
потому что структура работы, неважно с каким гео, она будет везде идентична, да? Сам порядок действий, что нужно делать, на что обращать внимание, если это не получается, в какую сторону копать, да? Поэтому именно здесь тоже, если вы замечаете, что у вас, я не знаю, ну лучше отрабатывает там схема 1.5.1, а где-то в роликах сказали, что 1.3.5 запускаем, протестировали, не пошло, проливайте 1.5.1. Раз у вас это работает. Так и есть. Вот, мы будем запускать 1.3.5 по бюджету. На самом деле мы можем даже здесь, да, добавить волю Какая ставка? тестам. Какая ставка сейчас, чтобы было понимание? Будем проливаться по ставке 5 баксов на Демократическую Республику Конго. Я бы сделал как? У нас с вами под рукой 2 кабинета. На каждом кабинете мы запустим по 2 компании. Да, вот так, перекрестным огнем, скажем. Одна компания, вот, так, 5 креативов в одном кабинете будут запущены с CBO-шкой, да, бюджет на уровне компании. Эти же 5 креативов в другом кабинете, да, будут запущены на IBO компании. Сможем как раз наглядно посмотреть, есть ли вообще какая-то разница, да, в чем она проявляется и так далее. Да, и сделать определенные выводы. Окей. Субъективное мнение, мне больше CBO-шка нравится, да, как по мне, она более стабильно как будто отрабатывает. бы, да. Сейчас она очень стабильнее себя показывает, на самом деле, соглашусь. Да, тем не менее, это не повод не тестировать. Такой бюджет оставляется у нас на CBO-шку, на бюджет компании. Рекомендуем ставить, да, как правило, в зависимости от гео, от 1 до 3 ЦПА выплат, да, на бюджет компании. То есть, например, если вы проливаете какие-то там тир-1, тир-2 гео, да, обычно мы ставим там 1-2 ЦПА выплаты. Вот, если проливается, опять-таки, тир-2-тир-3 гео, в зависимости от ЦПА, там уже 2-3 ЦПАшки поставим. Ну и в зависимости от того, сколько у вас креативов вообще внутри компании. Будет ли весь бюджет, ну, распределиться ли на все креативы он, да, или куда-то не достанется. У нас с вами будет, другими словами, внутри одной компании, тут главное не запутаться, 15 креативов, это как? По 3 копии каждого креатива, да? 5 креативов внутри ацета 3, 3 на 5, 15. Мы с вами давайте поставим тогда в таком случае 3 ЦПА выплаты здесь на бюджет. Поставим даже с вами, да, вот так, 15,99. Да, хвостик, который постоянно говорит, друзья, просто как лайфхак используйте. Во всех видео уже об этом говорили. Ну, в общем, это максимально рабочая структура, и ей нужно способствовать. Вот, кайф. Да, идем дальше. Переходим в ацет. По названию ацета, честно, обычно называем единицей. И ни капли не страдаем от раньше этого. просто, да, я объясню, в чем была суть. Раньше как раз-таки различные таргеты по аудиториям в рамках групп объявлений тестировались, да, и в действительности можно было нейминги ацетов обзывать под этот таргет. Сейчас это уже не актуально, потому что мы можем просто потестить различные компании, но мы стараемся на один пул креатива дать 3 выборки аудитории. То есть тем самым 3 группы объявлений, чтобы максимально раскрыть и тест сделать таким релевантным, да, и это в действительности правильно. Поэтому как бы каким-то обязательным неймингом называть ацеты сейчас уже нецелесообразно. Все окей. Что касаемо атрибуции, может быть, есть какие-то рекомендации? Да, я, кстати, сталкиваюсь с тем, что многие не до конца понимают, что такое атрибуция. Да, ну, просто не понимают. Где-то услышали, как нужно выставлять, а на что это влияет, понимания нету. Смотрите, за счет атрибуции вы, по сути, можете сказать, да, своему Фейсбуку, своему ацету, как долго показывать рекламу одному и тому же пользователю, в зависимости от действий, которые он сделал. Меняется обычно первый параметр, да, там, как долго показывать рекламу, там, в зависимости от того, кто человек кликнул по креативу 7 дней, либо 1 день. На что это будет у вас влиять? Это будет в целом у вас влиять на то, как часто будет перебирать, насколько сильно будет обновляться ваша аудитория изо дня в день. И тут важно понять логику. Если вы тестируете какой-то подход, какие-то креативы, ваша цель тоже полезный инсайт. У вас первоначальной цели, прям жирный плюс залиться, нету. Потому что вы только заходите на гео. Слишком много переменных здесь есть. Ваша задача как можно более разностороннюю аудиторию перебрать. Посмотреть, что работает, что не работает. Поэтому на уровне тестов, креативов, схем запуска, бюджета, неважно. Рекомендуем выставлять атрибуции 1-1-1. Да, у вас в рамках даже короткого промежутка времени более разносторонняя аудитория будет проливаться. Вы более полноценный тест проведете. Когда у вас уже есть понимание, потому что, так, мы отобрали такие креативы, они топ, такой дизайн, все, переходим в основные запуски, которые мы планируем масштабить, собирать весь профит, жир, смак и так далее. Там уже корректнее выставлять атрибуцию 7-1-1.
Да, за счет атрибуции 7.1.1 у вас будет больше долетов. Да, ну, в общем, 7.1.1 атрибуция, да, что важно запомнить, она прикольная себя показывает на более продолжительном промежутке времени. Да, да, да. У нас с вами здесь креативы отобраны, Угу. да, поэтому мы с вами здесь поставим атрибуцию 7.1.1. Угу. Good. Ох, и тут тоже к чему приходим, да, к тому, что, по-моему, тоже не раз ты про это говорил в ролике. Да, но до сих пор делаем. приходят ребята, говорят, ой, я первый раз это слышу. Такое есть. На менторство к нам приходит. Ребят, приходите к нам просто реально на менторство, мы максимально оттаскиваем. То есть, на самом деле, запускать компании, как я постоянно и говорю, да, можно сейчас челика за один там двухчасовой звонок выдернуть, любого, вообще, который с ФБ, с интерфейсом не работал, натаскать его, только это не вебмастер. Вебмастер как раз-таки это больше углубленный такой а-ля топ-менеджер, который занимается аналитиком, ведением, разбором триггеров и пониманием стратегии, выстраиванием стратегии, как все это дело масштабировать, а запускать компании это больше даже должность таких, как вот многие говорят, там, джунов, мы это слово не любим, но у нас это все больше саппорты такие некие. Это да. Good. В общем, это вот все такой важный постулат, который всегда делается. Да. Запуск строго с новых суток по времени кабинета. Окей, выставили. Местоположение. Да, ну, выбираем сами. Во-первых, не путаем, еще раз, Демократическая Республика Конго. Давайте Да, просто это важно, Конго друзья, напишем. потому что как бы многие бывает ошибаются и не те гео выставляют, и потом у них там трафик идет не туда, и они там, ну, короче, будьте добры, внимательно, да, гео, не путайтесь. Да, по доп-делу. Здесь, смотрите, опять-таки отталкивайтесь от ситуации. Ваша задача быть максимально гибким, не шаблонным, гибким. Понимать, что делается и зачем делается. Если вы наблюдаете, что у вас не так много реджектов, да и вообще этих отклонов рекламы нету. Окей, можете доп-гео никакой не выставлять, если вы уверены. Мгм. Принимаете, да, все возможные последствия, и они вас устраивают. Делайте так. Вот, мы на всякий случай перестрахуемся, да, чтобы просто там компанию не перезапускать еще раз и так далее. Выберем сами, да, доп-гео. Есть. Окей. Мгм. Мгм. Под картой сразу выставляем минимальный возраст. Выставим сами, давайте вот 21, 22, где-то в таком промежутке выставим. Окей. Языки можно не выставлять. Для мультигео, да, так если кто-то из опытных еще смотрит, то там нас не скипнул в моменте сейчас, хотя и очень зря было бы, потому что все эти опытные приходят и в моменте не умеют работать с трафиком. Для мультигео, друзья, да, вы бы ставили языки. В целом, в общем, если вы льете одну какой-то local geo, ставить какие-то языки, ну, вообще нецелесообразно. Вы только сами себе сузите аудиторию, удорожаете с выкупа трафика. Это вообще как бы глупо, на самом деле. Всегда думайте, зачем вы делаете то или иное действие. То, что вам кто-то что-то там посоветовал, вы шаблонно повторили, ну, это как бы не есть правильно. Поэтому мы стараемся сейчас уже все это максимально разжевывать, чтобы вы не просто тупо повторяли, а понимали, что и зачем идет на самом деле. Да, да. Выставим здесь также максимальный возраст. Давайте выставим с вами в районе 52 лет. Мгм. Пол, да, можем даже не выбирать. Почему вообще я тогда говорю, там, давайте вот так выставим, а давайте попробуем вот так, как будто немножко наугад. Да? А все дело в том, что у нас включен параметр Advantage Plus, да, напротив аудитории Мгм. здесь. Мгм. И здесь он нам о чем будет говорить? О том, что, ну, как в меме, да, там, Facebook сам решит, на какую аудиторию ему показывать. То, что мы здесь выставили ограничения какие-то, это для него просто как рекомендация. За границы, да, за рамки которых он может совершенно спокойно Так и выходить. есть, да. Именно поэтому в чате иногда кто-то пишет, выставил там пол мужской, у меня там женщины депают, там Facebook сломался, с ума сошел. Нет, просто включен параметр Advantage Plus. Facebook немного показал аудиторию на женщин, увидел от них фидбэк, да, заинтересованность и сместил свой фокус. Фактически Таргета, просто да, даем на- здесь рекомендации, чтобы было понимание, да. То есть мы здесь просто рекомендуем в этом параметре. Основной таргет Никита выставил 21, по-моему, да, 21 плюс МЖ, считай, фактически. Да, да. Не сужайте аудиторию, не сужайте, не добавляйте сюда в детальный таргетинг. Особенно те, кто приходит из белых ниш, как будто бы, я заметил, да, кто Ну с да. рекламой взаимодействовал, у них прям вот все, зацикленность такая, что нужно максимально целевую аудиторию выбрать со старта, проливать, тогда будут результаты корректные. Но по факту результаты просто очень дорогие, никак не окупается трафик. Здесь, да, вся работа строится от обратного.
За счет Если нет, перебора. я дополню, если какая-то спиндовая сделка, на самом деле, да, то это будет целесообразно. На самом деле, на начальном этапе, если вы просто зашли, там, тестируете оффер, у вас обычно CPA-ставка, представляете, с каким аудиториям, там, новичков или объемных команд, которые льют кроши максимально широко, вы будете конкурировать. А вы выставляете такое жесткое сужение. Естественно, у вас там втридорога все пойдет, и вы разочаруетесь, все стопнете, скажете, жизнь в боли, все. Так оно, конечно, здесь не работает. Да, да, поэтому, смотрите, чем уже аудитория, тем дороже будет просто на нее проливаться. Логично, да, да. Чем шире, тем дешевле. Именно поэтому, да, места размещения, для некоторых тоже удивление, мы здесь ничего не выбираем. Да как так? Здесь и ПК выбраны, и iOS выбраны, и там какие-то TV-приставки выбраны. Не волнует. Ну да, да. Оставляем все. На самом деле Facebook плюс-минус корректно подкидывает аудиторию. Если мы здесь сузим, тем более, если мы только заходим в гео, мы только создали креативы, начинаем проливаться, и нам пришла в голову здесь сузить плейсменты какие-то, ну, мы просто заранее уменьшаем свои шансы нормально пролиться. Да, потому что какие-то креативы в конкретных каких-то плейсментах будут нормально проливаться, какие-то другие в других. Да, да. Поэтому здесь, если у вас нет четкой статистики и четкого понимания, не сужайте. Угу. Переходим теперь в объявление. То есть дадим название 1.1. Выберем планочку, да, какую-нибудь. Ну, под Chicken Roll какой-нибудь выбери. Фанки, друзья, оформляем, как бы в начале видео, в принципе, это показывали, поэтому на этом стоит акцентировать внимание и собирать отдельную органику. Мы ссылочки данных фанок не будем палить, чтобы вы наши крео не запарсили, хотя вы можете попытаться, то объясним почему, вытащить крео по нашей линке. Мы там сделаем некие ограничения, по сути, вы ничего не вытащите, как бы это было ранее. А если вытащили, напишите, да, Ну, очень да, будет да, интересно. Галочку, да, объявление в рекламном блоке с несколькими рекламодателями. На самом деле не убираем, мы, Да, это все такая ребят, для история, этого да. и мучаемся, с креативом вообще совсем. Чтобы в этой конкуренции не бояться, даже если она там какая-то приблизительная будет. Да, линка верный у нас. И остались параметры URL. Я подгружу, давайте просто базовые текста. Заполняем и основной текст, и описание, и заголовок. Прям прыгаем в АИшку, ее и просим, да, там, придумай, или там, распиши нам основной текст, описание, заголовок для рекламы игрового слота Chicken Roll. Прям так и пишем, не боимся. Да, сделай его, давай так, умеренно продающим. Ваша задача на уровне теста креативов. Просто опять-таки понять, в какую сторону норм идет, в какую сторону не норм идет, да, в какую сторону копать. У нас статика видео на выходе. Да, у нас будет и статика, у нас будет и видео. Для видео тоже. будем ставить миниатюру или нет? Давай поставим. Да, давай покажем Давай какой-нибудь, поставим. там выбери прям криос, наверное, никого нет, что-нибудь подгрузи и покажи, как ставится миниатюра. Сейчас, это я здесь выбрал первый ролик, который под рукой там оказался. Кстати, тоже, смотрите, просто санимированная статика, сделана там за меньше, чем за полчаса. Нажимаем не туда. Нажимаем редактировать медиафайлы, редактировать видео. Это показывает, как добавлять вообще просто обложку. Миниатюра вручную загрузить. И здесь уже интуитивно понятно, да, например, тоже загрузить и подгружаем сюда какую-нибудь обложечку. Какую картинку мы не видим, любую подгрузи, просто показать какую-нибудь статику. Сам процесс, саму механику, главное. Статика называется Магаз. Выбираем, нажимаем «Готово». Сейчас здесь тоже обновится, да, сейчас справа здесь увидим, он там подгрузит обложку. Вот у нас обложка, да, подгрузилась. Тогда. Все, сейчас запустим компании. Все, тогда, значит, ребята нас увидят с тобой через несколько секунд, а мы уже через несколько с тобой, не знаю, часов, суток встретимся и дальше продолжим. Все. Так, мы продолжаем, да, компании дозапустились, начались по ним новые сутки, да, компании уже проливаются как 2 часа. Да, опять-таки мы запустили 4 компании по схеме 1.3.5, да, 1.3.5. Бюджет как CBO, так и АБО. В сами объявления мы проваливаться с вами не будем. Да, давайте на уровне ацета это все просмотрим. На что сразу можно сходу обратить внимание, да, на, несомненно, превосходный
высокий CTR, уж очень он нравится. Да, уже пошли первые метрики, симпатичные клики, симпатичные лиды, да, а точнее их стоимости и регистрации. То же самое у нас на втором кабинете. Все те же самые компании, те же самые креативы, только запущены наоборот. Да, то есть, например, первая компания запущена на первом кабе с бюджетом CBO, эта же компания на втором кабинете запущена с бюджетом ABO. Для чего это сделано? Дополнительно, да, показать вам наглядно разницу по бюджету, по кабинету, да, насколько могут отличаться результаты. Тут, по большому счету, разбирать еще мало чего есть. Поэтому включение будет повторное чуть позже. Продолжаем, да, наше включение. Второй день, как крутится компании, да, давайте провалимся в предыдущий день. Давайте даже, знаете, как сделаем? Добавим здесь ценность конверсий, ценность результатов, чтобы более наглядно посмотреть, как компании отливаются. И что мы с вами сделаем? Сейчас, если у нас тут все превосходно по показателям, то будем переходить в первый, да, выкрут бюджета. Давайте в отсеты провалимся. Так, компании запустились вчера, да, они крутились. Мы их стопали по метрикам. Все, что не проходило так называемый KPI по нашим показателям, мы стопали. Ничего страшного, если у вас в рамках первого дня, например, не выходит пролив в плюс. Это далеко не показатель. Опять-таки, каждый новый день подкидывается разная аудитория. И мы с вами это можем видеть, да? Вчерашний день, что на одном, что на втором кабинете отлились плюс-минус в ноль. Да, ничего не показали, ничего не дали. На следующие сутки, то бишь на сегодняшний день, абсолютно все объявления, да, мы включили, дали им возможность проливаться уже следующий день. И тут мы с вами видим, насколько это, ну, картина у нас с вами, она поменялась, да, поменялась в силу чего? В силу того, что поменялась у нас аудитория. Причем, что на одном кабинете, да, что на втором кабинете. Давайте даже так, оп, за максимум включим. То есть уже и на данном кабе пролив пошел какой-никакой плюсовой. И на данном кабинете картина плюс-минус похожая. Из-за того, что у нас, вот причем обратим внимание, да, все депозиты здесь с третьего отсета, здесь более равномерно депозиты распределились. Что мы с вами будем сейчас делать? Давайте включим за сегодня и там, и там. Мы видим, что в рамках дня достаточно симпатично у нас с вами пошли компании, да, достаточно симпатичные метрики, превосходный конверт, шикарно все доходит и до депозита, а потому мы с вами уйдем в выкрут бюджета, да, начнем с вами выкручивать бюджет, чтобы потихонечку наращивать объем. Я думаю, в данном ролике вы увидите, да, либо в этом, либо в следующем ролике, как мы дойдем до объема хотя бы, да, депозитов там в 50 в день. Бюджет мы с вами выкрутим более агрессивный. Поставим бюджет здесь до 215. И то же самое так. Ну, здесь давайте вот так. До 115. А на уровне отсетов... На уровне отсетов пока что тогда... Ну, давайте, ладно. Нет. На уровне отсетов пока что выкручивать с вами... Хотя по метрикам шикарно. Можем аккуратно выкрутить. Да, можем аккуратно выкрутить бюджет. Давайте просто вот так поставим. Продолжаем наблюдение. Да, все лишние объявления в рамках этих отсетов мы подключаем, да, которые результативность не приносят. И чуть позже, да, через склейку покажем вам, как поменялась картина. Так, все, мы встретились, да, 23 число, спустя сколько у нас? 3 дня? 2 дня, получается, да, целых компания появилась. Да, 2,5 да. дня. Давай, Никит, резюмирую, я тоже от себя дополню, расскажем, как тут что и получилось. В принципе, там твои ставки есть, ты там включал, рассказывал, но теперь давай чуть-чуть подробнее. Давай прям с первого дня, я думаю. Во-первых, все промодерировалось, да, ничего не реджектило, все полностью, тотал прошло нормально.
Ну, там поначалу несколько этих улетело в реджект, их Мгм. получилось достать. Каким образом проходили реджекты, объявления, которые уже улетели в реджект, проваливались в их редактирование, Мгм. да, удаляли креатив, удаляли текст, все уникализировали и заново подгружали. Окей. Да, часть проходила. Та часть, которую не проходили таким способом модерации повторно, просто создавалось отдельное объявление с таким же самым креативом. Просто новое объявление Мгм. внутри ацета. Кайф, кайф. Окей, да, давай здесь немножко чуть подробнее дополним. В общем, в целом мы уже многократно это все везде рассказывали, но давайте так, дадим вам такой некий, да, чек-лист по реджектам. Как вот Никита озвучил, в принципе, это базово так можно выбирать. Потом вдруг, если даже это вам не помогло, вы можете на действующем объявлении, да, ацете, извиняюсь, ручками создать новое объявление прямо внутри, то есть выбрать этот ацет, который вас зареджектил, если он там еще с депозитами, если он уже начал выстраивать корректную оптимизацию портрет пользователя, выкосило вдруг, вы можете ручками зайти и создать там с новым референсом, а возможно и с этим же, но про уникализированным визуал вашего этого креатива, да, с новое объявление просто. По сути, должно также реанимироваться. То есть в любом случае пробуйте. Еще банально можно чисто натыкать этого же зареджекченного объявления дублей. В общем, вот это все вариации, весь инструментарий, как побороть реджекты. Ну и в целом, в общем, если поначалу реджекты, чтобы вас не мучили, добавляйте Антарктику, также уникализируйте, но в целом, в общем, если гео там сильно шакалит, оно сильно перегрето, да, по аукциону и по участникам, то в любом случае подобного формата реджекты могут быть. Но, тем не менее, вот Никите удалось их побороть. Окей, 21 числа. Это у нас 2 кабинета было запущено, да, напомним. 2 кабинета было запущено. Собственно, первый день от Круто. Компания CBO-шная, да, и ABO-шная, да, здесь две их. Да. 2 кабинета, на каждом кабинете по 2 компании. Угу. Вот, первый день, про что я уже говорил ранее, да, ничего страшного, он может у вас закрываться, там, небольшой минус, небольшой плюс, около нуля, Угу. да, по одному дню слишком рано делать какие-то выводы. Во-первых, получилось так, что CBO-шный, да, бюджет 15.99 был, ровно так же получился в ABO-шном. В ABO-шном, я так понимаю, было 3 ацета, да, или сколько? Я, кстати, вот сейчас даже сам не знаю. Предполагаю, что, наверное, Да, 3, да, также 3. 3. Да, и в тотале получилась сумма спенда по этой же компании, как вы видите, да, тоже там 15, ну, около там $15. Обращу ваше внимание, что стоимость клика, она идентичная здесь получилась, да, 4 цента. И инсталл плюс-минус, да не то что плюс-минус, он фактически также одинаковый. Но вот в регистрацию CBO-шная компания, как я вижу, шла хуже, да, и вот как раз-таки здесь также от ряда факторов это может зависеть. Но CTR у нас вообще в тотале мега прекрасный, не то чтобы выше единички, где мы всегда говорили, такой минимальный минимум, да, на самом деле сейчас вообще стоит стремиться, чтобы он выше 1,5 был, но если даже взять первый день, да, данной компании, мы смотрим крайний столбик ценность результатов, где показывается наша ревенью и тотал спенда, сумма затрат, да, по обеим компаниям $30, в принципе, мы там получились там минус 57 центов, то есть как бы, скажем, в нулях закрылись, не беря расходку, инсталлы и так далее. Но для старта это как бы окей. Скажи, что-то здесь ты модерировал, либо нет? То есть какие-то, может быть, телодвижения, да, с ацетами, с объявлениями, может, делал, или все оставил просто на открут? Делал. Отключал объявления, которые шли некорректно в рамках дня. Да, по затратам. Но здесь уже вы видели, что на CBO-шке там в тотале стоит $115. Сейчас Никита дальше расскажет, там последующие дни он повышал бюджет. Здесь на IBO-шках, вон смотрю, на 2 ацетах тоже апнут бюджет. Ну, в общем, если посмотреть по первому дню, ну, на самом деле, плюс-минус, наверное, да. Ну, наверное, ты не особо... А, вот первое объявление вижу, да, ты выключил, да, 2.82. Давай, по каким, да. Смотрите, по бюджету, здесь был в рамках первого дня бюджет не апнут, бюджет был базовый, да, как вы могли видеть это вот в более ранней вставке, если она будет. То есть на ацетах было 4.99, бюджет так и оставался. Собственно, ацеты свой бюджет выкрутили, можно сказать, полностью потратили. На компании было 15.99, если я правильно помню, бюджет. То есть в рамках первого дня по бюджету ничего не выкручивалось, все только модерировалось по метрикам, отключались некорректные объявления, которые не проходили KPI, оставлялись корректные объявления. И на новые сутки, на 22 февраля, все объявления были включены. И мы с вами посмотрим еще раз, да, как в рамках 22 февраля, в воскресенье, эти же компании, эти же креативы, эти же объявления попроливались. А давай мы пока не ушли, разница есть. Да, не ушли пока от 1 числа, чтобы для сравнения ребятам покажем, может быть, сразу второй кабинет на 21 число. Давайте. Да. Тут мини-спойлер сразу с ноги. Так. Только это, да, 20...
21. Угу. 21 да, число. Здесь картина плюс-минус похожая, да, если у нас тот кабинет закрылся что-то там в минус 30 центов, ну, этот закрылся там в плюс доллар 30 центов. Угу. Опять-таки, про что и говорили, да, первый день плюс-минус он закрылся в ноль, но это далеко не показатель. Угу. Не показатель. Здесь те же самые компании, да, CBO, АБО, те же самые объявления, те же самые креативы. Здесь, кстати, что интересно, наоборот, CBO-шка, да, отработала интереснее, да, именно бюджет на уровне компании отработал интереснее, чем АБОшка. Именно поэтому тестируйте, перебирайте. Да, и важный вот здесь такой, наверное, момент дадим тоже, да, объяснительный в моменте. Да, как Никита уже подметил, два разных кабинета, одинаковые креативы, одинаковая воронка, одно и то же приложение, одна и та же линка. Еще раз, да, в сотый раз повторюсь, один и те же креативы, один и тот же сервис, один и тот же оффер, но кардинально разные показатели. Это я все к чему сейчас проговорил. Многие ошибочно думают, находя там рабочий креатив, находя рабочее приложение, в целом всю воронку, связку, как привыкли все называть, да, и запускают на куче кабинетов, даже в рамках одного кабинета, если он там ноу-лимит какой-то, да, кучи компаний, вы всегда будете получать вот такие качели, да, то есть не все, естественно, компании у вас зацепятся. И вот как раз-таки здесь вы можете наглядно видеть, что на каждой группе объявлений выдается кардинально разная сегментация аудитории. Исходя из этого, кто до сих пор думает, еще такие на просторах встречаются, да, интернета, что масштабирование — это большой запуск на мега там рабочий суперконвертящий креатив, куча элементов, куча компаний, это далеко не так, это является полной на самом деле ошибкой. Вы тем самым данный креатив, как раз таки всем принятая такая, да, формулировка, выжигаете. Выжигаете не в плане спенда, как многие думают, а Facebook его помечает как уже а-ля спамовский, и будет в дальнейшем происходить удорожание метрик. И даже у вас у зацепной компании могут также метрики выйти, да, вверх. И многие будут думать, что ой, там креатив выжигся, много на него спенда ушло, или кто-то со спая стащил. Да нет, достаточно просто много элементов, а именно объявлений сделать с одной и той же интерпретацией, визуалом креатива, и это будет ошибкой. Более того, естественно, еще и многие не уникализируют, банально не стирают метаданные через того же самого нашего бота, да. Поэтому, друзья, пользуйтесь, уникализируйте всегда, хотя бы как минимум без каких-либо шумов, визуальных эффектов, да, стирайте метаданные, но зато хотя бы данный файл будет восприниматься как свежий, это уже поможет вам в долгосроке данный креатив использовать. Но если говорить про масштабирование, то масштабирование всего лишь, да, две стратегии: вертикально, горизонтально, выкрут и дубли. Но ни в коем случае, дубли опять же из зацепов, где у вас сформировался портрет аудитории на уровне групп объявлений, не спустя там 1-2 дня, хотя бы 3, 4, 5, и уже где у вас там есть 5 плюсов ТД по удовлетворительной для вас маржинальности, ну и в целом метрик, вот тогда можно заниматься будет дублями. Но просто много запускать, опять же, различных кабинетов, компаний в этих кабинетах на один и тот же визуал креатива является грубой ошибкой. И здесь наглядно видно то, что фактически две одинаковые связки на двух разных кабинетах кардинально по-разному по метрикам стартовали, да, по результатам. И вот здесь, допустим, в действительности, как Никита подметил, CBO-шка очень себя адекватно, да, показала, с хорошими маржой и роями. А, допустим, IBO-шная с бюджетом на ацетов провалилась. Ну да, фактически плохо себя выдала. Окей. Тут переходим в следующий день, да, вот как раз-таки в воскресенье, в день, когда был выкрут, давайте на одном кабинете, и на втором тоже перейдем. Вот здесь уже мы переходили в выкрут бюджета. Здесь первоначально... Давай, расскажи, как ты делал, то есть такую некую рекомендацию, небольшой спойлер дадим, как она отрабатывала, да, какие действия? Да. День начался с того, что все объявления были включены, да, на повторный прокрут, на новую аудиторию. И как вы уже можете видеть, результаты здесь другие, да, в плане результативности в сравнении с предыдущим днем. И было принято решение, когда были получены депозиты, да, по объявлениям, 1, 2 и больше депозита, перейти в выкрут бюджета. Для чего это делается? В рамках дня вы видите, что вам подкинулась корректная аудитория, вы видите, что ваши креативы корректно отрабатывают, да, на эту аудиторию. Но по сути все вот эти пазлы сошлись. Да, вот такой прекрасный день. И вы понимаете, что, можно выкрутить бюджет, ну, это агрессивно, относительно агрессивно. Для чего? Чтобы выкупить аукцион в рамках сегодняшнего дня. Да, вокруг себя, чтобы более агрессивно на эту аудиторию корректную проливаться. Опять-таки, отрабатывает не всегда идеально. Да, бывает момент, когда там может сбиться, пересобраться аудитория.
тем не менее, это вот один из способов, да, которые реально работают по масштабированию в рамках дня. Достаточно быстро, немножко, может быть, для кого-то нервозный, Мгм. вот, но данный способ себя зарекомендовал. Самое главное при повышении бюджета для себя психологическую отметку какую-то поставить, да, на которой вы будете все эти объявления стопать. А то Мгм. я знаю, там, примеры, бюджет выкручивают, там, x10, x20, x50, бюджет выкручивают и крутят нон-стопом, нон-стопом, нон-стопом. Им уже подкидывается аудитория некорректная, уже нету конверсии, они продолжают крутить. Например, видят много регистраций просто и думают, ну, долетят Мгм. депозиты, все, Мгм. красота, пошло, поехало. По факту день, там, а может и неделя, да, как долго они так проливались, закрывается у них в минус. Да, Не да. смотрим на регистрации, не являются они для нас прям очень самой главной, основной метрикой. Когда у вас есть уже депозиты, да, на них как бы тоже поглядываете. Мгм. Вот, и был выкручен бюджет на ацетов, да, и в рамках дня, причем обложка на этом кабинете в очередной раз, да, посимпатичнее, я так погляжу, закрылась. Мгм. Вот, и бюджет был выкручен на CBO-шки, да, ну, просто там на $100 был поднят бюджет. Мгм. Но В обращу целом в внимание, да, то рамках... есть, в тотале Никита не оставил дальше крутить всю компанию. Опять же, вот как бы про момент того, что многие стереотип есть, да, нельзя там стопать, оптимизации собьется. Друзья, полная чушь. Вы как раз-таки можете реагировать и в моменте всю эту историю выключать, если она идет некорректно. То есть, и либо же вы понимаете, что сейчас от компьютера отойдете, не сможете следить, у вас пока еще нету саппортов, но тем самым вы можете, да, перестраховаться, чтобы не было перекрутов, и ваш плюс, по сути, там, в то время, когда вы не мониторите компанию, он не съелся. То есть, очень педантично нужно следить здесь за метриками, особенно во время выкрута. Потому что может профит идти и, собственно, насыпать, да, и в моменте, когда тот или иной элемент у вас в воронке отвалится, как я всегда пример привожу, сел-сертификат какой-либо, то, естественно, случится проблема. И здесь, конечно, должен быть мониторинг. Понятно, здесь у нас мы показали для, скажем так, новичков данную связку, да, она более дешевая. Сейчас там еще несколько советов дадим. Но, естественно, когда вы работаете там с Tier 1 гео, с европейскими, вы будете выкручивать бюджет уже более агрессивно, там другие совершенно цифры. $2500 на цетах держится, 3, 5, 7,5 есть такие кейсы, то тогда, естественно, ошибка будет стоить дорого. Так и есть. Многие забывают, да, что как и в любом бизнесе, прибыль – это доход минус расход. Если расход никак не контролируется, ну, тут уж, извините, совсем не важно, сколько вы депозитов нальете, если они все равно у вас будут в минус. Ну и допом ко всему, давайте еще раз акцентируем на это внимание. У нас на 2 кабинетах идентичные компании запущены. Да, но при этом мы с вами видели, что на одном кабинете обложка отработала корректно, а на другом кабинете обложка отработала некорректно. Там те же самые креативы, все то же самое. Совершенно верно. Да? Совершенно Проблема верно. в чем? Ну, вы дали той обложке также покрутиться нон-стопом, она вам все результатов не дала бы, да, никаких. Угу. Режьте эти моменты. Почему здесь отключены, да, объявления? Так. Когда уже понял, что мониторить, следить за компанией у меня просто не получается, потому что время уже позднее, перед ночью, да, я все эти объявления стопнул. И это нормально. Не можете следить, все, лучше стопните. И ничего у вас не Будете проливать, собьется. когда сможете следить. Да, да. И самое важное, ничего не собьется, на следующие сутки все это продолжит также откручивать. Поэтому это вот полный абсурд, друзья. Будьте добры, пожалуйста, внимательны. Второй кабинет прыгаем. Как он отработал? Он отработал еще посимпатичнее. Но здесь в целом, Да, смотрю, вот как вообще раз-таки. ебешка провалилась, что по первому, не что по второму, можно было ее вообще выкидывать, на самом деле, да, мне кажется, так, как будто Да, бы. да, она так немножко себя что-то там попыталась зарекомендовать, но все равно второй день ей дали попроливаться на другую аудиторию. Мало ли, может, какой-то шальной день у нее был. Ну, тут не зарекомендовала она себя. В то время как CBO-шка, да, мы ее выкрутили по бюджету на $215, ну, на $200 больше подставили. Почему? Потому что здесь было побольше депозитов, да, по приятной цене. По-моему, было в районе 3 либо 4 депозитов, вообще там по 40, по 70 центов. Ну, прям очень дешевая, очень симпатичная картина. Да. Вот, бюджет выкрутился, все лишние объявления, да, которые не успели себя зарекомендовать к этому моменту, были отключены, просто чтобы на них бюджет не распространялся, да, чтобы бюджет этот не съедался. И в целом все ушло в объявления как раз таки. А здесь можно увидеть, вот, которые даже находились в одном ацете. То есть все другие объявления Сам алгоритм, были по отключены. сути, выбрал, куда направлять бюджет, и так корректно и отработал. И, собственно, получилась здесь хорошая прям маржа, друзья. Вы сами видите, ну, фактически там можно округлить до 100 ROI дошло. Поэтому вот вам наглядно все.
такой, да, вопрос, быть может, какой-то появится. Ну, если так все шикарно, если все так классно, что же вы не включили на сегодняшний день, да, объявление крутится? Ну, очень просто. У нас стопнулась капа, просто потому что слишком быстро ее как-то отлили. Да, у нас Вот. прям, То давайте есть, соответственно, когда раскроем, капа... раскроем маленько карта, да, у нас данный оффер льется уже, не знаю, наверное, с октября, может быть, того года, да, прям нон-стопно, и мы Мгм. наращивали объем, на нем прям очень, друзья, хорошая маржа держится, на самом деле, многие БРА у нас вот и по 150 вроде даже держат, ну, в общем, прям топчик, рекомендуем вообще в целом это Гео, офферов еще сейчас и другие уже мы быстро подменяем, да, кстати, вот опять же вам будет наглядный пример, мы там, может быть, в последующих видео покажем, эти же компании продолжат крутиться, но уже на другой оффер, потому что капы к этому уже сказали, там бюджет у рекламодателей кончился, только с 1 числа они готовы будут докупать, вновь, да, возобновлять потоки, но мы сейчас заведем что-то аналогичное просто в этом Гео, и эти же компании продолжат идти. Просто в трекере в Adset Pro мы поменяем фактически направление трафика. Все. И давай еще, Никит, знаешь, мы, ну да, сделай теперь тотал, что там получилось. Тотал покажем просто, да. Там за 2 дня получилось, за 2 дня круто. Здесь небольшой плюсик получился, да, сколько там, 12, там 15, еще будет долетать причем. И другой давай кабинет посмотрим тоже. Да, важно помнить еще, когда работаете с разными гео, важно понимать их нюанс. Вообще, насколько много долетает депозитов, не долетает Да, депозитов. доходимость классная, Да. то есть, допустим, по тому же Мозамбику у нас компании там кабинеты выкосились, но там до сих пор долеты идут депозитов. И Аргентина, который тоже ролик, если кто-то смотрел, я там тестовый, да, что-то проливал BC Games или оффер, по-моему, по нему тоже до сих пор идут долет. Сегодня только депозит дошел. Давай еще зайдем в Adset Pro, покажем вырезку статистики именно по этой компании, по твоей, потому что сейчас тоже обратим внимание, на что рекомендуется обращать внимание, да, там по цифрам. Мгм. Так, здесь вся компашка твоя выбрана, да, только добавь, знаешь, где Да. метрики, зелененький плюсик нажми. Да, и добавим click to install. Да, click to rec и click to dep. Можно, конечно, еще install добавить, но click to rec и click to dep добавим, да. Фактически, друзья, вот те метрики, да, только обнови в правом верхнем углу на синенький кругляшок, и он сейчас подтянет все. Оп, да. Обращу внимание, друзья, то, что получилось, да, 35% click to install. Напомню, мы говорили то, что 25 плюс это уже окей, это минимальный такой red flag, да, при котором у вас математика воронки будет биться. 35% это очень прям классно, значит, что подход весь рабочий, оформление ПВА рабочий, сам конструктор в данном случае от Adset Pro тоже максимально рабочий, и на выходе у нас получился прекрасный конверт. Причем вот тоже, давайте просто зафиксируем в данном видео, да, вот это вы увидите, то есть 44 депозита мы остановились, он стопнулся, но доходимость здесь еще будет, будем за этим дальше смотреть и выявлять. Ну, думаю, как-то так. Какие есть еще? Да, кстати, я только сейчас обратил внимание, что по Adset Pro 44 депозита, в Фейсбуке еще не все отбились. 23, 17 депозитов, то есть еще здесь 4 депозита, да, не отбилось. Вот еще 2, Для... 19 стал обновил, было 17 О. только что, да. Ну вот, друзья, то, о чем мы говорим, да, доходимость есть, собственно. Да, то есть доходимость есть, вот уже, кажется, 42 стало, получается. Одного не хватает теперь. Здесь 23, нет, в тотале именно, здесь 23, тут 19. 42 теперь. А даже, да, 2 тогда не хватает. Да, ну, короче, в общем, все наглядно, здесь вы уже увидите, что, да, показатели, соответственно, стали еще лучше, я говорю, и трафик будет еще доходить, потому что выстроена пуш-воронка, которая, опять же, через ПВА помогает дожимать эту аудиторию, ну, в общем, здесь вот, друзья, просто вам взять нужно, по сути, и повторить. Да, плюс ко всему, обращайте внимание на роя. Смотрите на роя. Порядок действий с любым гео, он будет аналогичным. Понятно, что может моментами отличаться от нюансов гео, да, в плане там долетности и так далее. Да. Вот, это уже такие нюансы. Но если мы с вами здесь просто посмотрим на дешевом гео, опять-таки на дешевом гео, где выплата всего лишь, напомним, $5 за депозит, на одном кабинете 2 дня компания велась. В общем, друзья, думаем, данный ролик вам был максимально полезен. Именно с помощью него вы сможете в 2026 зайти в трафик, да, разобрать эту базу, попробовать потестировать. Весь инструментарий вам показали, пошаговость действий. По сути, здесь есть, дали кучу, море просто полезной информации. Дальше, естественно, в последующих роликах мы будем эту историю все раскручивать, вам более подробно показывать. Попробуем более дорогие гео, кому с большим чеком интересно, да, и важнее заходить. Также для команд это будет интересней. Но данное видео, по сути говоря, ориентировано на базовых таких веб-мастеров начального уровня с небольшим бюджетом, кто хочет вообще в соло потестировать, что-то попробовать. Поэтому, друзья, поставьте лайк, напишите, пожалуйста, комментарий, поддержите нас, и дальше, как говорится, будет больше.